Лукашенко не привык себе в чем-то отказывать. И если уж ему захотелось массовых гуляний с красно-зелеными шариками и фейерверками, верные приспешники обязательно все это организуют. На одно лишь украшение площади Победы к 9 мая планируют потратить 430 тысяч рублей. И кажется, это лишь вершина айсберга, ведь людей, которых добровольно-принудительно сгоняют на мероприятие, нужно еще на него как-то доставить. А в том, что массовка и согнанных под угрозами увольнения бюджетников будет ублажать глаз диктатора, сомневаться не приходится. Как стало известно от подписчиков телеграм-канала «Беларусь головного мозга», разнарядки с требованием посетить торжественное мероприятие на этой неделе активно получают сотрудники различных госучреждений, от предприятий до школ. От каждого трудового коллектива на митинг должно явиться определенное количество человек. Каждый из них должен быть экипирован россыпью флажков, табличек, бутоньерок и прочей атрибутикой, по которой можно идентифицировать настоящего ебатьку. Тем, кто готов рискнуть здоровьем во время пандемии, в качестве бонусов предлагают посмотреть на роскошные салюты красно-зеленого цвета за 230 тысяч рублей, принять участие в ритуальном чествовании госфлага и герба перед инсталляцией еще за 145 тысяч рублей и потанцевать на концерте, оборудование для которого обойдется в более 400 тысяч. Как итог, не менее миллиона из наших с вами налогов будет выброшено на увеселительное мероприятие для одного человека. К сожалению, ветеранов, которые пережили настоящую войну и видели все ее ужасы, осталось совсем мало. Некому сказать потерявшему связь с реальностью узурпатору власти, что 9 мая – это скорбная дата, когда отдают дань уважения тем, кто ценой собственной жизни сделал возможной победу. Превращать ее в красно-зеленое шапито в честь себя любимого – это плевок на могилы героев. Ситуация с масштабной вырубкой белорусского леса сказалась и на сотрудниках отрасли. Подписчики телеграм-канала «Нехта» сообщают, что параллельно с уничтожением легких страны происходит и массовая зачистка работников, которые не могут молчать о происходящем. В частности, увольняется большое количество инженеров лесопользования, не согласных с политикой, проводимой их предприятиями. По одной лишь Витебской области уже не хватает почти десятка ведущих специалистов лесхозов. При этом Витебское государственное лесохозяйственное объединение уже этим летом планирует начать массовый перевод лесничеств в лесопункты. Отметим, что задачей лесничества является управление лесным фондом, в том числе и его охрана. Лесопункты – это предприятия, которые ведут заготовку леса. Свидетели массовой вырубки лесов отмечают, что масштаб происходящего заставляет их обращаться в милицию. Но, как водится, так называемые правоохранители стоят на страже лишь интересов нелегитимной власти и к законным требованиям граждан остаются слепыми и глухими. Отток квалифицированных кадров из Беларуси, вероятнее всего, продолжится, и предшествует этому не только неблагоприятная политическая и экономическая ситуация в нашей стране, но и заманчивые условия переезда в Евросоюз. Сейм Литвы принял в первом чтении пакет законодательных поправок, которые должны упростить релокацию сотрудников компаний из третьих стран, а также их семей. Это значит, что в случае принятия этих поправок получить вид на жительство смогут не только высококвалифицированные специалисты, но и обычные сотрудники релоцируемых компаний. Служба занятости больше не будет оценивать квалификацию или опыт работы таких сотрудников. Вопрос об их профпригодности будет решать сам инвестор. Члены семей релокантов также смогут получить ВНЖ и право на работу в Литве вне зависимости от квалификации. Однако речь идет о релокации только тех компаний, которые взяли на себя обязательство инвестировать в Литву около 1,5 миллиона евро и создать не менее 20 рабочих мест. Важно отметить, что после так называемых президентских выборов 2020 года свои офисы из Беларуси в Литву частично или полностью уже перенесли такие крупные IT-компании, как EPAM Systems, Wargaming и другие. В этом месяце белорусские нефтеперерабатывающие заводы получат в 2 раза меньше нефти, чем в апреле. О такой ситуации сообщил представитель компании «Транснефть» Игорь Демин. Примечательно, что на фоне снижения поставок в нашу страну российская корпорация намерена увеличить объем экспорта в дальние и ближние зарубежья. В свою очередь, представители Белнефтехима не видят в происходящем ничего необычного. По информации пресс-службы предприятия, даже с учетом снижения поставок российской нефти, белорусские НПЗ намерены в мае превысить уровень текущих бизнес-планов. О том, как белорусским нефтяникам удастся осуществить эту занимательную математику, можно лишь догадываться. Вероятно, им даже придется прибегнуть к одному классическому методу. А когда ты себя там на колонке бензин, ослиные мочи разбавлял, не был паршивым.
А пока белорусская сторона пытается сделать хорошую мину при плохой игре, ситуация с поставками российской нефти, судя по всему, оказалась следствием санкций США. Напомним, что они предписывают приостановить все отношения с Новополоцким нафтаном до 3 июня. Очевидно, риск попасть под вторичные американские санкции для Кремля оказался весомее необходимости подкармливать местного диктатора. Дела у белорусских предприятий, мягко говоря, идут не очень. На сайте Брестского областного исполнительного комитета появился список из 26 организаций, которые нуждаются в инвестициях. Говоря простым языком, государство уже не может содержать работников этих предприятий и ищет желающих вложить деньги в заведомо безнадежное дело. Кроме того, дополнительно сформированы информационные меморандумы других предприятий Брестской области. Список достаточно внушительный и включает в себя около 200 организаций. Это яркий пример того, как работает экономика Лукашенко. Разворовать, довести до банкротства, распродать. Только вряд ли кто-то захочет добровольно купить нерентабельное предприятие в Беларуси, которое в условиях режима не имеет никаких шансов на восстановление. Друзья, появился телеграм-помощник для написания писем политзаключенным. С его помощью каждый может узнать, кто по ту сторону решетки получает меньше всего писем и кого стоило бы поддержать в первую очередь. Кроме того, программа предоставляет список городов, где находятся политзаключенные, если вдруг вы захотите написать кому-то поблизости. Бот также делится ссылками на проекты, которые помогают отправлять письма в онлайн-режиме. Давайте не забывать тех, кому в борьбе за нашу с вами свободу повезло меньше. Напомню, что на сегодняшний день их число уже составило более 360 человек. И это все на сегодня. Берегите себя и живи Беларусь!